Мне было 32 года, когда моя жизнь, ровная и понятная как автобан, вдруг оборвалась в кювет. Знаешь, как это бывает? Ты строишь планы, думаешь, куда полететь в отпуск, в Турцию или, может быть, замахнуться на Таиланд. Споришь с мужем, какой диван купить в гостиную, серый или бежевый. А потом визг тормозов, запах жженой резины, который застревает в носу на долгие месяцы, и темнота. Я очнулась в палате, где пахло хлоркой и переваренной капустой. Этот запах безнадежности я не забуду никогда. На тумбочке стояли апельсины, яркие такие, наглые на фоне серой стены. Я попыталась улыбнуться, но лицо словно стянуло скотчем. Было не больно, было чуждо, будто кожа мне мала. Андрей пришел на второй день, мой муж. Мы прожили вместе 5 лет, 5 хороших, спокойных лет. Мы редко ссорились, по выходным пекли пиццу, а по вечерам смотрели сериалы, закинув ноги друг на друга. Я думала, что знаю его, как свои 5 пальцев. Он вошел в палату, держа в руках пакет с соком. Я увидела его глаза. В них не было любви, не было даже жалости. В них был ужас, животный, первобытный страх. Он смотрел на меня, но видел не Алису, с которой смеялся над глупыми комедиями. Он видел монстра, Франкенштейна. «Привет», — сказал он. Голос был сухой, ломкий, как осенняя ветка. Он не подошел поцеловать меня. Он сел на стул у двери, максимально далеко от кровати. Я потянулась к нему рукой. Катетер на запястье натянулся, игла кольнула вену. «Андрей», — прошептала я, — «все будет хорошо. Врачи говорят...» «Я оплачу пластику», — перебил он. Быстро так, словно выплюнул горячую картофелину. «Я уже узнавал. Есть хорошие клиники в Израиле, в Германии. Мы все исправим. Ты снова станешь прежней». Он не сказал «красивый». Он сказал «прежний». И тогда я все поняла. Я поняла это не головой, а животом. Холодом, который разлился где-то в солнечном сплетении. Он не мог смотреть на меня. Каждые 5 секунд его взгляд убегал. На окно, на капельницу, на свои ботинки. Только бы не на мое лицо. Через 2 недели меня выписали. Я вернулась домой. В квартире было тихо, идеально чисто и пахло чужим одеколоном. Андрея не было. На кухонном столе лежала записка и банковская карта. «Я пока поживу у мамы. Мне нужно время, чтобы все осмыслить. Прости. Деньги на карте — это на лечение». Я помню, как села на тот самый серый диван, который мы выбирали 2 месяца. Я сидела и слушала, как капает вода из крана на кухне. Кап, кап, кап. Зеркало в прихожей я завесила полотенцем еще в первую минуту. Я боялась его. Я боялась увидеть ту, от кого сбежал родной человек. Шли дни. Я превратилась в тень в собственной квартире. Я заказывала еду курьером, просила оставлять пакеты у двери, чтобы не встречаться с людьми глазами. Я не включала яркий свет. Я жила в полумраке, в коконе из одеял и жалости к себе. Знаешь, что самое страшное в такой ситуации? Не боль и даже не одиночество. Самое страшное — это надежда. Я ждала. Каждый раз, когда в подъезде хлопала дверь лифта, я вздрагивала. Сердце начинало колотиться где-то в горле. Это он. Он понял, что был дураком. Он вернется. Он обнимет меня и скажет, что шрам ничего не значит. Я врала себе. Я мазала лицо дорогими мазями, массировала рубцовую ткань, как одержимая, часами. Я думала, если я сотру этот след, если я снова стану гладкой и удобной, моя жизнь вернется. Однажды ночью я все-таки подошла к зеркалу, сдернула полотенце. Уличный фонарь светил в окно, и в полутьме мое отражение оказалось расколотым надвое. Шрам был багровым, бугристым.
Он тянул веко вниз, отчего казалось, что я все время скептически щурюсь. Я провела пальцем по рубцу. Жесткая, неживая кожа. «Уродка», — сказала я своему отражению. Тихо, но в пустой квартире это прозвучало как выстрел. «Кому ты такая нужна?» Я сползла по стене на пол. Холодный ламинат холодил ноги, но мне было все равно. Я свернулась клубком и выла. Не плакала, выла, зажав рот ладонью, чтобы не услышали соседи. В тот момент я ненавидела Андрея. Ненавидела того водителя, что вылетел на встречную. Но больше всего я ненавидела себя за то, что выжила. Так прошло 3 месяца. 3 месяца зимы. Я не выходила на улицу. Мусор выносила глубокой ночью, надвинув шапку на глаза. Я перестала отвечать на звонки друзей. Мне казалось, что их голоса полны фальшивого сочувствия. Бедная Алиса, как же ей не повезло. А Андрей-то каков, а? Сбежал, подлец. Я не хотела быть темой для сплетен. Я хотела исчезнуть. Я стала профессионалом в прятках от жизни. Мой мир сжался до 40 квадратных метров и экрана ноутбука. И вот однажды, в конце февраля, у меня закончился чай. Обычный черный чай. Мелочь, правда? Можно заказать доставку, можно выпить воды, но мне вдруг нестерпимо, до дрожи в руках, захотелось свежего чая. И хлеба. Горячего, хрустящего хлеба из пекарни за углом. Не того, что привозит курьер в потном пакете, а настоящего. Я стояла в коридоре, сжимая в руке ключи. На мне было старое пальто, шарф, которым я замотала половину лица, и темные очки. В феврале, в пасмурную погоду. Я выглядела как шпион-неудачник. «Давай, Алиса», — сказала я себе, — «всего 100 метров, туда и обратно. Никто тебя не съест». Я открыла дверь. Воздух в подъезде пах пылью и жареной рыбой. Шаг. Еще один. Ноги были ватными. Мне казалось, что за каждой дверью стоит кто-то с биноклем и смотрит на меня. Я вышла на улицу. Ветер ударил в лицо. Холодный, влажный. Он пах талым снегом и выхлопными газами. Этот запах. Он был таким живым, что у меня закружилась голова. Я так долго дышала затхлым воздухом квартиры, что забыла, как пахнет город. Я дошла до пекарни, глядя строго себе под ноги. Считала трещины на асфальте. 1, 2, 3. Зашла внутрь. Звякнул колокольчик над дверью. Внутри было тепло и пахло ванилью. За прилавком стояла девушка, совсем юная, с розовой прядкой в волосах. «Добрый день!» — звонко крикнула она. «У нас сегодня круассаны с миндалем, еще теплые!» Я подошла к прилавку, стараясь не поднимать головы. Очки запотели от тепла. Я чувствовала себя голой. «Мне хлеб, пожалуйста, и чай». Девушка наклонилась, чтобы взять буханку. И тут мои очки предательски сползли на нос. Я дернулась, попыталась поправить их, но шарф тоже сбился. На 1 секунду, всего на 1 мгновенный удар сердца, мое лицо оказалось открытым. Девушка замерла с хлебом в руке. Ее глаза расширились. Она смотрела прямо на шрам. Я сжалась, ожидая привычного — отвращения, жалости, испуга. Я уже готова была бросить деньги и выбежать вон, но она вдруг моргнула и просто сказала: «Ого! Выглядит так, будто вы сражались с драконом. Это круто. Вам какой чай, зеленый или черный?» Я остолбенела. Что?» «Шрам», — она кивнула на мою щеку, спокойно пробивая чек. «У меня брат с байка упал, у него на всю спину такой. Говорит, боевая метка. С вас 150 рублей». Я стояла и смотрела на нее. Она не отвернулась. Она не поморщилась. Она улыбалась. Не мне, инвалиду, а мне, покупателю. Я машинально приложила карту к терминалу, взяла горячий хлеб. «Черный», — хрипло сказала я.
Спасибо. Выйдя на улицу, я прислонилась спиной к холодной кирпичной стене пекарни. Сердце стучало так, что отдавалось в ушах. Сражалась с драконом. Не бедненькая, не урод, боевая метка. Я стянула запотевшие очки и сунула их в карман. Люди шли мимо. Кто-то смотрел в телефон, кто-то спешил на автобус. Один мужчина скользнул взглядом по моему лицу, задержался на долю секунды и пошел дальше. Он не упал в обморок. Мир не рухнул. Небеса не разверзлись. Я стояла посреди улицы, сжимая теплый хлеб, и вдруг поняла одну вещь, простую до тошноты. Я 3 месяца сидела в тюрьме, которую сама себе построила. Дверь была не заперта, охранников не было, только я и мой страх. Андрей ушел не потому, что я стала уродливой. Он ушел, потому что был слабым. А я осталась и продолжила его дело — уничтожать себя. В тот момент я почувствовала не облегчение, нет. Я почувствовала злость, жгучую, горячую злость на себя. Сколько времени я потеряла, сколько закатов пропустила, пялясь в потолок. Я вдруг поняла, что если сейчас вернусь домой и снова лягу на диван, я там и умру. Не физически, нет. Я превращусь в плесень. Мне захотелось бежать. Не от чего-то, а куда-то. Руки зачесались, буквально. Мне захотелось что-то делать, ломать, строить, менять. Стоять на месте было больше невозможно. Это было физически больно, как стоять босиком на раскаленном асфальте. Я глубоко вдохнула сырой воздух. «Ну все», — сказала я вслух, — «хватит». После той пекарни я вернулась домой другим человеком. Нет, шрам никуда не делся, и страх тоже. Но внутри появилось что-то новое, злое, колючее, как камешек в ботинке, который не дает стоять на месте. Я вошла в квартиру и впервые за 3 месяца увидела ее настоящей. Не убежище, а склеп. На полу клубилась пыль, серая, как мышиная шерсть. В раковине гора посуды с засохшим гречневым налетом. На спинке стула висела рубашка Андрея. Она пахла им. Слабый запах табака и мяты. Раньше я зарывалась в нее лицом и плакала, а сейчас меня затошнило. Я схватила мусорный мешок. Черный, плотный, на 60 литров. Рубашка полетела туда первой. За ней его зубная щетка, забытая в стакане, его кружка со сколотым краем, старые журналы, засохший фикус, который я заморила жаждой. Я драила полы с хлоркой. Запах был едкий, выедал глаза, но мне это нравилось. Я терла ламинат до боли в суставах, до красных пятен на коленях. С каждым движением тряпки я словно стирала с себя липкую паутину жалости. Когда я закончила, была глубокая ночь. Я сидела на чистом, мокром полу, пахнущая потом и химией, и чувствовала себя живой. Но эйфория прошла утром. На телефон пришло уведомление от банка. Списание за коммуналку. Я открыла приложение. Остаток на счете был жалким. Те деньги, что оставил Андрей, таяли, как снег в марте. Я не работала почти полгода. До аварии я была администратором в хорошем салоне красоты. Встречала гостей, улыбалась, варила кофе, была лицом заведения. Лицом. Какая злая ирония. Я понимала, туда мне дороги нет. Я просто не смогу стоять за стойкой под лампами дневного света и ловить на себе взгляды клиенток, пришедших за идеальной кожей. Нужно было искать новую работу, любую. Я открыла сайт вакансий. Руки дрожали, когда я набирала логин. «Удаленная работа», — вбила я в поиск. «Оператор колл-центра», «Копирайтер», «Диспетчер такси». Я отправила 50 резюме. 50 попыток спрятаться за монитором, чтобы никто меня не видел. Через 2 дня меня пригласили на собеседование. Вакансия помощника архивариуса.
Работа с документами в подвальном помещении, минимум контактов, было сказано в описании. Идеально. Моя мечта — зарыться в бумажную пыль, как крот. Я собиралась 2 часа. Тональный крем ложился на шрам плохо. Рубец был неровным, косметика забивалась в складки, делая его только заметнее, фиолетовым на фоне бежевой пудры. Я плюнула и стерла все. Надела очки, распустила волосы так, чтобы закрыть левую сторону лица. Офис находился в старом здании с высокими потолками и скрипучим паркетом. Меня встретила женщина лет 50, сухая и строгая, как школьная линейка. Она пахла старой бумагой и дешевым лаком для волос. «Проходите, садитесь», — сказала она, не поднимая головы от стола. Я села на краешек стула. Сумку прижала к груди, как щит. Она подняла глаза. Взгляд уперся в мои очки. Потом скользнул ниже, под прядь волос. Я увидела, как ее брови дернулись вверх. Совсем чуть-чуть. Микроскопическое движение. Но я его заметила. «У вас все в порядке со здоровьем?» — спросила она. Голос был вежливым, но холодным. «Работа пыльная, тяжелые папки». «Да», — мой голос сорвался на писк. Я откашлялась. «Да, я здорова. Это просто авария. Давно». Я врала. Авария была недавно, и я не была здорова. Меня трясло так, что зубы стучали. Она задавала вопросы, а я отвечала невпопад. Я все время поправляла волосы. Я прятала лицо, опускала голову. Я вела себя не как работник, а как нашкодивший школьник. В какой-то момент она сняла очки и устало потерла переносицу. «Алиса, вы нам не подходите». «Почему?» — вырвалось у меня. «У меня есть опыт работы с базами данных, я...» «Дело не в опыте», — перебила она. Жестко. «Вы боитесь. Вы сидите здесь уже 10 минут и ни разу не посмотрели мне в глаза. Как вы будете работать с курьерами, с сотрудниками отделов? Вы прячетесь, а нам нужен человек, который работает». Я вышла из кабинета, сгорая от стыда. Мои щеки пылали. Она была права, черт возьми, она была права. Я не шрама стеснялась. Я стеснялась самой себя, своей слабости, своей позы «не бейте меня». Я вышла на улицу и побрела, куда глаза глядят. Ноги привели меня в парк. Было сыро, по дорожкам ползли грязные ручьи. Я села на мокрую скамейку. Денег оставалось на 2 недели жизни. Потом или просить у мамы, а это значит признать поражение и слушать ее причитания, или... Я не знала, что «или». И тут я услышала лай. Громкий, надрывный, многоголосый лай. Ветер донес запах. Тяжелый, густой запах мокрой псины, опилок и чего-то кислого. Я подняла голову. За забором, метрах в 100 от парка, виднелись какие-то вольеры. Вывеска, перекошенная на ветру, гласила: «Приют для животных — верный друг. Нужны волонтеры». Я не люблю собак. Точнее, я их боялась. В детстве меня укусила овчарка соседей. Но сейчас мне было все равно. Ноги сами понесли меня к воротам. Почему? Не знаю. Может, потому что там было громко? Там орала жизнь, грубая и непричесанная. А мне до смерти надоела стерильная тишина моего одиночества. Я толкнула калитку. На меня тут же налетел огромный лохматый пес. Он был грязным, у него не хватало половины уха. Он поставил лапы мне на пальто, оставляя жирные коричневые следы. «Фу, а ну место!» — раздался хриплый бас. Ко мне подошел мужчина в засаленном комбинезоне, бородатый, с руками черными от мазута или грязи. «Чего тебе, краля?» — буркнул он. «Собачек покормить пришла. Хлеб нельзя, кости нельзя. Если просто поглазеть, вали отсюда, не зоопарк». Я стояла, а пес продолжал прыгать вокруг, пытаясь лизнуть меня в лицо. Я не отшатнулась. Я смотрела на мужика. «Работа есть?» — спросила я. Громко, чтобы перекричать лай. «Любая?» Он прищурился.
Осмотрел мое пальто, теперь безнадежно испорченное, мои тонкие ботинки, потом посмотрел на лицо. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он видел мой шрам, но ему было плевать. Абсолютно. «Говно грести умеешь?» — спросил он прямо. «Вольеры чистить, ведра таскать. Платим копейки, оформления нет. Выходных тоже, если совесть есть». «Умею», — соврала я. Я в жизни тяжелее ноутбука ничего не поднимала. «Ну, бери лопату, вон там, у сарая. Инвентарь не ломать. Меня зовут Петрович. Первый день — испытательный, денег не дам». Он отвернулся и пошел к будкам. Я осталась стоять посреди двора, в грязи по щиколотку. Вокруг стоял оглушительный шум. Десятки собак лаяли, скулили, выли. Пахло ужасно. Но в этом запахе не было лжи. Я подошла к сараю. Взяла тяжелую, с налипшей землей лопату. Черенок был холодным и шершавым, занозил ладонь. Сняла свои кожаные перчатки, сунула в карман. «Ну что, Алиса», — сказала я себе, глядя на ряд грязных вольеров. «Добро пожаловать в реальный мир». Я шагнула в первый вольер. Там сидела дворняга с перебитой лапой. Она зарычала, скаля желтые зубы. Я замерла. Сердце ухнуло в пятки. Бежать? Бросить лопату и уйти в свой чистый, тихий ад? Или остаться здесь, в дерьме и холоде, но попробовать сделать хоть что-то полезное? Собака смотрела на меня. Я смотрела на нее. В ее глазах был тот же страх, что и у меня, и то же одиночество. Я сделала шаг вперед. Первая неделя в приюте была адом. Не метафорическим, а вполне осязаемым, липким и вонючим адом. Я приходила домой, и от меня пахло так, что даже соседский кот шарахался от моей двери. Смесь хлорки, разваренной каши, мокрой шерсти и дерьма. Этот запах въедался в кожу, в волосы, даже в подушки. Мои руки, если бы ты видел их тогда. Маникюр, которым я так гордилась, исчез в первый же день. Ногти были обломаны под корень, кожа потрескалась от ледяной воды и дешевого моющего средства. Каждое утро я смотрела на свои ладони и видела карту сражений. Здесь мозоль, здесь царапина, здесь синяк. Но знаешь, что странно? У меня перестало болеть сердце. Болела спина, ныли плечи, гудели ноги. Физическая боль была такой громкой, что заглушала ту, другую, тоскливую и тягучую. У меня просто не оставалось сил жалеть себя. Я падала в кровать и выключалась, как перегоревшая лампочка. Петрович оказался молчуном. Он только хмыкал в бороду и тыкал пальцем. «Там убери, здесь насыпь, воды принеси». Он не спрашивал про шрам. Ему было плевать. Для него я была просто парой рук, которые могут держать лопату. И это безразличие было целебным. Оно лечило лучше, чем все те лживые «ты все равно красивая», которые я слышала раньше. В самом дальнем вольере жил пес по кличке Граф. Это была злая шутка — назвать графом кусок сбитой шерсти, шрамов и ненависти. У него не было одного глаза, а ухо было порвано в лоскуты. Он кидался на решетку каждый раз, когда я проходила мимо с ведром. «Не лезь к нему», — буркнул как-то Петрович, закручивая самокрутку. Его били. Долго били. Он людей не то что не любит, он их жрет. Я ему еду лопатой подталкиваю. Я смотрела на графа. Он стоял в углу, опустив тяжелую голову, и глухо рычал. Из пасти капала слюна. Я видела в нем себя, такую же переломанную, злобную, готовую укусить любого, кто протянет руку. «Мы с тобой одной крови, брат», — подумала я тогда. Но подойти побоялась. Прошел месяц. Март сменился апрелем. Снег сошел, обнажив черную жирную грязь.
В один из таких промозглых дней к воротам подъехала машина. Блестящая, белая, чистая, как из рекламы. Из нее вышла пара. Мужчина в бежевом пальто и девушка. Она была идеальной. Гладкие волосы, фарфоровая кожа, светлый пуховик. Она ступала по доскам, которые мы бросили поверх грязи. Она брезгливо морщила нос, прикрывая его надушенным платком. Ветер донес до меня этот запах. Сладкий, приторный аромат дорогих духов. Ландыш и пудра. Когда-то у меня были такие же. Флакон стоит, наверное, половину моей нынешней зарплаты за 3 месяца. Я вышла к ним. В грязном прожженном ватнике, который мне выдал Петрович, в огромных резиновых сапогах, облепленных глиной. В руке ведро с теплой кашей. «Вам помочь?» — спросила я. Девушка обернулась. Ее взгляд скользнул по моим сапогам, по ватнику, а потом поднялся к лицу. Я увидела это привычное движение глаз. Зрачки расширились. Она чуть отступила назад, наткнулась каблуком на доску и схватила спутника за локоть. «Боже!» — выдохнула она едва слышно. Но в тишине это прозвучало как крик. Мужчина был спокойнее. Он смотрел на меня с тем вежливым равнодушием, с каким смотрят на обслуживающий персонал или на мебель. «Мы ищем щенка», — сказал он. «Небольшого, чтобы был приучен к чистоте и, знаете, симпатичного, не больного». «У нас нет симпатичных», — ответила я. Голос был хриплым, я весь день провела на ветру. «У нас брошенные, битые, преданные». «Ну, может, есть кто-то поприличнее?» Девушка старалась не смотреть мне в глаза. Она смотрела куда-то за моё левое плечо. «Нам в подарок маме. Ей нужно кого-то доброго». В этот момент залаял граф. Глухо, страшно, как из преисподней. Девушка вздрогнула. «Какой кошмар!» — прошептала она. «Здесь так пахнет. Поехали отсюда, Дим. Купим шпица. Я не могу здесь находиться. Здесь все такое грязное». Она не сказала «ты грязная». Она сказала «всё». Но я поняла. Они развернулись и пошли к машине. Белые подошвы ее ботинок уже не были белыми. Она семенила, стараясь не запачкать штанину, а я смотрела им вслед. И вдруг меня накрыло. Не обидой, не стыдом, смехом. Я стояла посреди двора, сжимая ручку ведра, и беззвучно смеялась. Я узнала в этой девушке себя, ту, прежнюю Алису, которая боялась грязи, боялась несовершенства, боялась, что тушь потечет или ноготь сломается. Господи, какой же я была дурой, какой пустой, звенящей куклой я была. Они уехали. Машина скрылась за поворотом, оставив облачко сизого дыма. А я осталась. Живая. Настоящая. С грязью под ногтями и шрамом на лице, который больше не казался мне трагедией. Это была просто жизнь. Грубая, честная жизнь. Я подошла к вольеру графа. Он бесновался, бросался на сетку, хрипел. Его единственный глаз горел желтым огнем ненависти. «Тихо», — сказала я. Он зарычал в ответ. Петровича не было. Он уехал за кормом. Вокруг никого. Только я, ветер и зверь, которого все списали со счетов. Я посмотрела на замок. Обычная щеколда. Внутри меня что-то щелкнуло. Я вспомнила Андрея. Как он сбежал, испугавшись трудностей. Я вспомнила себя, прячущуюся под одеялом. Я вспомнила ту девушку с ароматом ландыша, которая убежала, потому что здесь некрасиво. Если я сейчас не сделаю шаг, я так и останусь той, кто стоит за решеткой и боится. Вся моя жизнь была страхом. Страхом быть не такой, страхом боли, страхом одиночества. Я положила руку на щеколду. Металл был ледяным.
«Я захожу, граф», — сказала я тихо. «Жри меня, если хочешь, но я больше не буду бояться». Я открыла дверь. Скрип петель прозвучал как выстрел. Граф замер. Он не ожидал. Он привык, что к нему впихивают миску лопатой и убегают. Он прижался к земле, шерсть на загривке встала дыбом. Из горла вырвалось низкое, вибрирующее рычание. Я вошла в клетку. Запах здесь был густой, удушающий. Я медленно опустилась на корточки, прямо в грязные опилки. Я не смотрела ему в глаза. Это вызов. Я смотрела на его лапы, сбитые в шрамах. «Ну?» — спросила я. «Мы с тобой оба урода, граф. Нас никто не любит, нас боятся. Давай, скажи мне, что я не права». Сердце колотилось так, что ребра болели. Если он кинется, он перегрызет мне горло за секунду. Я знала это. Но я не двигалась. Я сняла перчатку. Голая рука на фоне грязного пола казалась неестественно белой. Я положила ладонь на опилки, ладонью вверх. Жест мира или капитуляции. Время растянулось. Секунды капали, как густая смола. Граф перестал рычать. Я слышала его дыхание, сиплое, тяжелое. Я слышала, как шумит кровь в моих ушах. Шорох. Он сделал шаг. Еще один. Я зажмурилась. Тело напряглось, ожидая удара клыков. Горячее, влажное дыхание коснулось моей ладони. Шершавый, мокрый нос ткнулся в пальцы. Он вдохнул мой запах. Запах хлорки, пота и страха. Я открыла глаза. Огромная голова была в сантиметре от моей руки. Он смотрел на меня. Не злобно, изучающе. Он лизнул мою ладонь. Один раз. Шершавым языком, как наждачкой. А потом тяжело вздохнул и лег рядом, положив тяжелую морду на мои колени. Я сидела в клетке с самым опасным псом приюта. Гладила его свалявшуюся шерсть, чувствуя под пальцами старые шрамы. По моей щеке, той, что со шрамом, текла слеза. Горячая, соленая. Она попала на губы, но я не вытирала ее. В этот момент я поняла, все, что было раньше, неважно. Андрей, авария, зеркала — все это шелуха. Важно только то, что сейчас. Я жива. Я могу чувствовать тепло другого существа. Я могу не бояться. Когда вечером вернулся Петрович, он нашел меня сидящей у вольера графа. Я курила, хотя бросила 5 лет назад. Руки еще слегка дрожали. Он посмотрел на мирно спящего пса, потом на меня. Прищурился. «Дура ты, девка», — сказал он. Но в голосе не было злости, было уважение. «Чай будешь? Крепкий». «Буду», — сказала я. Я шла домой, и в кармане вибрировал телефон. Звонила мама. Я не брала трубку месяцами. Я достала телефон, на экране светилось родное имя. Я провела пальцем по экрану. «Привет, мам», — сказала я. «Да, это я. Нет, я не в порядке, но я жива. И мне нужно тебе многое рассказать». Я говорила и чувствовала, как внутри меня, где-то в районе солнечного сплетения, начинает раскручиваться тугая пружина. Мне стало тесно в этом городе, тесно в этом пальто, тесно в этой роли жертвы. Я хочу большего. Я хочу жить, а не выживать. Ночь была холодной, но мне было жарко. Я знала, что завтра все изменится, потому что я изменилась. Но я еще не знала, куда меня это приведет. Знаешь, в кино обычно как бывает? Героиня меняется, играет музыка, и вот она уже идет в новом платье, волосы развиваются, все оборачиваются. В жизни все не так. В жизни перемены пахнут потом, бензином и пылью.
Я проработала в приюте еще 4 месяца. Граф стал моим хвостом. Он ходил за мной по пятам, тяжело дыша, и если кто-то повышал на меня голос, он просто тихо, утробно рычал. Этого хватало. Но я понимала, я не могу вечно прятаться за забором и собачьими спинами. Приют был моим чистилищем, но не моим домом. Мне нужно было победить последнего дракона, самого страшного, того, который ждал меня на асфальте. Я боялась машин, до тошноты, до ледяных ладоней. Запах бензина вызывал у меня паническую атаку. Визг тормозов заставлял приседать и закрывать голову руками. Но я знала, если я не сяду за руль, я останусь инвалидом. Не из-за лица, а из-за страха, который подрезал мне сухожилия. Я записалась в автошколу. Инструктор, пожилой дядька с прокуренными усами, сначала косился на мой шрам. «Авария?» — спросил он, когда я в первый раз села в учебную машину и вцепилась в руль так, что побелели костяшки. «Да», — выдохнула я. «Боишься?» «До смерти». «Это хорошо», — он чиркнул зажигалкой. «Кто не боится, тот долго не живет. Поехали». Сцепление плавно. Первые 2 недели я выходила из машины на ватных ногах. Моя спина была мокрой, меня трясло. Каждая встречная фура казалась мне монстром, который хочет меня раздавить. Но я заставляла себя. Сцепление, первое, газ. Сцепление, вторая. Это стало моей мантрой. Механика действий заглушала хаос в голове. В конце июля я получила права. И на все накопленные деньги, плюс то, что заняла у мамы, я купила машину. Не новую, старый угловатый внедорожник. Ему было 15 лет. У него был поцарапанный бампер и вмятина на двери. Он был похож на меня. Битая, но крепкая. В тот день я приехала в приют. Петрович курил у ворот. «Уходишь?» — спросил он, глядя на мою машину. «Уезжаю», — поправила я. «Графа забираю. Отдашь?» Петрович хмыкнул. «А кто же его удержит? Он теперь твой. Забирай своего демона». Я открыла заднюю дверь. Граф, старый, одноглазый, шрамированный пес, запрыгнул на сиденье, словно всю жизнь там ездил. Я села за руль. В салоне пахло старой кожей и ароматизатором елочка, который уже давно выдохся. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Оттуда на меня смотрела женщина. У нее был шрам через половину лица. У нее были коротко стриженные волосы, потому что так удобнее. У нее были морщинки в уголках глаз. Но в ее глазах больше не было вопроса «за что?». Там был ответ «потому что я так решила». Я повернула ключ зажигания. Мотор заворчал низко и уверенно. Вибрация прошла через руль в мои руки, поднялась к плечам. Это было чувство силы. Я не зависела от Андрея, не зависела от мнения прохожих, не зависела от своего прошлого. У меня был полный бак, верный пес на заднем сиденье и 1000 километров дорог. «Ну что, граф», — сказала я, — «поехали смотреть море? Ты никогда не видел море». Мы ехали 2 суток. Я ночевала в машине, на заправках. Я пила дешевый кофе из автоматов. Я слушала рок по радио и подпевала, фальшиво и громко. Я открывала окно, и ветер бил мне в лицо. В то самое лицо, которое я полгода прятала под шарфом. Теперь мне было все равно. Пусть смотрят, пусть видят. Это мое лицо, моя история, моя карта выживания. Когда мы добрались до побережья, был шторм. Небо было свинцовым, волны с грохотом бились о гальку. Никаких шезлонгов, никаких коктейлей с зонтиками, только стихия. Я вышла из машины. Граф выпрыгнул следом и тут же начал лаять на волны. Я подошла к самой воде. Брызги летели в лицо, холодные, соленые. Я раскинула руки. Внутри меня звенела пустота.
Но это была не та пустота, что остается после потери. Это была пустота чистого листа, свобода. Я поняла, что Андрей сделал мне подарок. Если бы он не ушел, я бы так и жила, выбирая бежевые диваны, боясь лишней морщинки и мечтая о правильном отпуске. Я бы прожила чужую пластиковую жизнь. А теперь у меня есть моя. Корявая, сложная, одинокая временами, но настоящая. Я стояла и орала. Просто орала в шум прибоя, перекрикивая море. И мне казалось, что море отвечает мне. Сейчас я здесь. Я езжу по стране, я фотографирую, я снимаю старые дома, разрушенные церкви, людей с морщинами, бездомных псов. Я снимаю красоту того, что сломано, но продолжает жить. У меня есть блог. Меня читают тысячи людей. Не потому, что я жертва, а потому, что я говорю им правду. Ваши шрамы — это не уродство. Это места, где вы срослись и стали прочнее. А теперь посмотри на меня. Вот он, мой шрам. Видишь? Можешь потрогать, если хочешь. Я не кусаюсь. Граф кусается, а я нет. Я рассказала тебе это не для того, чтобы ты меня пожалел. Я рассказала это, потому что вижу, как ты смотришь на огонь. У тебя в глазах тот же страх, что был у меня, когда я стояла перед дверью пекарни. Ты чего-то ждешь. Ты думаешь, вот накоплю денег, вот дети подрастут, вот закончу ремонт, вот похудею. Не ври себе. Ничего не изменится, пока ты не сделаешь шаг, пока ты не выйдешь в грязь, в холод, в неизвестность. Самое страшное — это не авария, не развод, не банкротство. Самое страшное — это когда ты сидишь на целом удобном диване, а жизнь проходит мимо, за окном. И ты превращаешься в пыль, так и не узнав, на что ты способен. Ты можешь остаться здесь, у этого теплого, безопасного огня, дождаться, пока он погаснет, и вернуться в свою привычную колею. Никто тебя не осудит. А можешь встать, отряхнуть пепел с колен и пойти делать то, о чем ты мечтаешь уже 5 лет или 10. У тебя есть 2 ноги, у тебя есть руки, у тебя есть сердце, которое пока еще бьется. Чего ты ждешь? Особого приглашения не будет. Жизнь — это не репетиция, это премьера. Прямо сейчас.